Привет! Как говорится, зачем изобретать велосипед, если он и так уже есть? Поэтому сейчас я вам покажу интересную долгосрочную нишу, которая будет еще актуальна, не знаю, лет 5-10, наверное, точно. А также, конечно же, я принесу вдвойне добро и научу вас, как делать такие ролики. Поехали! Итак, уважаемые коллеги, ниша называется 50, 60, 70, 80, ну, таких годов, да, это ретро-стиль. Я привел один YouTube канал, потому что вот у него прям очень сильно все взлетает. Посмотрите, у него всего лишь 8 роликов. И сейчас я покажу, да, то есть получается у него 31 октября был создан канал. Возможно, это канал, ну, у него лежал, да, либо, может быть, какие-то ролики были, и он, может быть, их удалил. И, в общем, вот что у него получилось. Смотрите, месяц назад он сделал видео 1,5 миллиона, потом у него второе видео 16 тысяч просмотров. Смотрим дальше. Третий ролик 18 тысяч просмотров, потом 30. И вот опять, смотрите, взлетел 1,7 миллионов просмотров, да. И смотрите, что получается. Даже с одного ролика он уже дошел до монетизации. Почему? Потому что, во-первых, 1,5 миллиона это уже много просмотров. И, во-вторых, видео-то больше 8 минут. И, соответственно, здесь быстрее можно набрать 4000 часов. Идем дальше. 120 тысяч, 16. Видите, это не взлетело, это взлетело. Теперь крайне 114 тысяч просмотров за 2 дня назад. Друзья, здесь на самом деле абсолютно ничего сложного нету. И прямо сейчас я вас научу делать такие ролики. Ну а с вас, как всегда, лайк, подписка и напишите мне что-нибудь интересное в комментариях. Дорогие друзья, прям вкратце скажу, что 5 ноября у меня стартует 4-й поток по обучению YouTube с нуля до монетизации. То есть, грубо говоря, вы будете знать полностью все. Плюс будете от меня получать обратную связь. Любой человек, который у меня обучался, он подтвердит, что он доволен всей информацией и он получает от меня ответы даже после обучения. Всех обучающих я соединяю в одну закрытую группу, где уже в январе я хочу запустить какой-нибудь супер-мега-тест. И для моих подписчиков, кто со мной работает, это будет бесплатно. То есть для закрытой группы. Поэтому, если вы хотите научиться YouTube очень быстро, понять все, получить обратную связь максимально и с ребятами работать, то есть в команде, да, может быть, вы кого-то себе найдете по одной своей нише, то у вас прекрасный шанс, как говорится, сделать себе новогодний подарок. Также, если захочешь, можешь со мной созвониться буквально 15-20 минут, где я тебе отвечу на все вопросы, которые, возможно, у тебя возникнут. Давайте я быстренько покажу, о чем этот ролик. То есть, видите, да, здесь идет просто набор картинок, которые скачаны с интернета. Вот, например, девушка у самолета, потом вот такие черно-белые фотографии. Кстати, их можно сделать еще интереснее, и есть нейросети, которые делают из черно-белых в цветные. То есть, понимаете, да, как можно еще улучшить данный контент. Но, как говорится, когда опыт есть на YouTube, уже сразу начинаешь все на лету как-то схватывать. Вот. И это самое я тоже, кстати, учу своих учеников, чтобы они быстренько все понимали, как делать. Так, смотрим дальше, что здесь ничего такого нету. Даже на заднем фоне у него просто идет размыв этой же картинки. То есть самый простой вообще монтаж, да. Здесь говорится, например, там топ чего-то 10. И всегда это ценится в каких-то нишах, да. То есть, например, топ-3, топ-5, топ-10, топ-100, 50, без разницы. В общем, да, на этом и строится весь наш ролик такой ниши, и как мы видим, у него 8 видео, они взлетели неплохо. И сейчас для простоты монтажа этого контента я вам покажу, что ничего своего мы придумывать не будем, кроме того, как если только возьмем какие-нибудь новые картинки с интернета, ну, чтобы у него, естественно, у этого автора ничего не забирать. Итак, нам нужно что, друзья, сделать правильно? Взять текст и понять, о чем вообще в этом видео говорится. Спускаюсь ниже и нажимаю вот эту вот кнопочку «Показать текст видео». Хорошо, вот он у меня загрузился, друзья. У вас могут быть вот такие вот метки. Мы их должны удалить, потому что они нам не нужны. Мы нажимаем 3 точки «Показать или скрыть временные метки». Нажимаем, и все хорошо у нас получается. Весь текст готов. Мы его вот так вот берем, копируем и вставляем куда, друзья? В чат GPT. Собственно говоря, вот он наш текст. Я прям на русском пишу rewrite текста, точка, и плюс вот это вот то, что я скопировал. Все, он мне создал вот такой вот текст, смотрите, да, то есть по абзацам все очень круто, все здорово. И теперь вот этот текст мы можем скопировать, дальше вставить в любой переводчик, посмотреть, о чем речь, ну, чисто для себя, но сейчас я этого делать не буду, потому что... Ну, друзья, это уже может сделать абсолютно каждый. Теперь, друзья, что мне нужно? Например, я возьму вот эти два абзаца, скопирую их и зайду на какой-нибудь сайт озвучки, например, на text-to-speech.ru, где я очень часто работаю. Вот он, тот самый текст, и здесь мне нужно выбрать, это, конечно же, английский язык, то есть видим, да, и какого-нибудь человека. Ну, то есть, например, вот пускай будет вот это, здесь очень много бесплатных голосов, но, друзья, сразу хочу сказать, что
Чтобы пользоваться бесплатными голосами, здесь нужно немножко заплатить. Поэтому, если вы хотите, можете пользоваться другими сайтами. Я абсолютно здесь его не рекламирую. Они мне за это не платят. Реферальной ссылки у меня тоже нет. Просто как-то, ну, он мне пригляделся. И цены здесь, в принципе, сейчас очень даже лояльные. Вот. Теперь мне остается нажать кнопочку «Преобразовать текст в речь». Естественно, у меня сразу уже создается автоматический MP3 файл, и я его гружу в программу CapCut. Но пока туда не перехожу, потому что нам нужно найти, что это картинки, где мы их будем искать. Правильно, переходим на некоторые сайты. Я перехожу на сайт pexels.com, и я хочу здесь вот что сделать. То есть немножечко приукрасить свое видео. Это видео плюс картинка. То есть понятно, да, у меня будет какое-то разнообразие. Плюс здесь современность, и плюс я буду добавлять еще черно-белые фотографии. Получится очень даже ничего. Поэтому, друзья, я скачу, например, вот этот вот ролик, вот этот могу скачать. То есть вниз, там, где, например, там в самолете ходит или еще что-то. В общем, какие-нибудь кадры интересные я, естественно же, скачу. Вот и это могу скачать, да, то есть в пассажирском самолете, потому что речь у нас идет именно про пассажирские самолеты, и это как раз будет актуально в нашей тематике. Дальше, конечно же, я перехожу на сайт Google, то есть по фильтрам картинки, и вот они, пожалуйста, как люди в самолете обедают, там ужинают или что они там делают, потому что в том же ролике они часто кушают. Вот, поэтому, видите, я могу вот такие черно-белые картиночки скачать, просто пассажирского самолета, вот такие, то есть здесь очень много интересного есть. И давайте я вам сразу отвечу, монетизируется эта ниша или нет. Конечно же, да. И даже с роботизированными голосами, и даже со скачиваемой картинкой, потому что мы это сделаем более-менее красиво. И поэтому не надо мне писать в комментариях каждый раз, да, то есть когда я какие-то уроки делаю, типа такого. А я слышал, что там нельзя монетизировать ролики, где роботизированные голоса. Друзья, все это полная чушь, можно абсолютно монетизировать. У меня канал есть монетизация, они приносят доход, и не только у меня, и у многих других блогеров. И я не знаю, вы можете у многих там в чатах спросить, да, они вам скажут, что монетизировать. Да вы и сами в этом можете убедиться, зайти на YouTube, посмотреть в разделе монетизация. Да, сейчас монетизацию нельзя посмотреть с помощью там Ctrl-U, Ctrl-F, вот это вот, либо с помощью Yumi. Но, друзья, сейчас есть один сайт, где показывается монетизация. Да, там какие-то ошибки бывают, но все же это тоже доказывает, что монетизация как была, так и есть. Поэтому не надо здесь переживать. Самое главное, мы используем нормальный роботизированный голос, который более-менее похож на человеческий. Все у вас будет хорошо. Нам осталось всего лишь скачать какую-нибудь музыку на задний фон, чтобы, ну, более-менее это было, как сказать, красиво звучало. Вот, и захожу сюда в раздел фанатики Ютуба, написал жанр кантри и фолк, и что-то для себя интересное мы просто скачем. Все, друзья, дальше переходим в программу CapCut. Итак, дорогие друзья, вот они все вот эти медиафайлы, то есть включая музыку, звук, вот это, ну, я имею в виду наши переводы, плюс видео с Pexels и скачанные картинки из Гугла. Вот, друзья, теперь показываю, что на самом деле все очень просто. Дальше я что сделал? Наложил субтитры. Я думаю, все знают, как накладывать субтитры в программе CapCut. То есть, ну, с этим вообще разберется абсолютно каждый. На каждой картинке я советую делать переходы. И самое главное, мы не делаем большую паузу, потому что это что будет делать меньше? Правильно, удержание. Поэтому нам надо какой-то экшен, смена картинки там. Может быть, голос. Вот субтитры иногда хорошо добавляют. Интересно, например, как вот здесь. Только, видите, у меня субтитры какие, они появляются каждое слово. Вот, это все здесь есть, поэтому, пожалуйста, ну, в CapCut, я думаю, уже говорю, многие умеют работать, мне самое главное вам показать структуру построения данных роликов. Так, смотрите. Вот у меня идет картиночка, все нормально, все хорошо, это с Pexels, видео, то есть. Дальше у меня идет переход и тоже видео с Pexels. То есть я сделал что? Разнообразил. Сначала типа как, ну, сейчас в современном мире, потом, значит, ну, в ретро-стиле. Все, дальше у меня меняется картиночка, и вот в ретро-стиле у меня идет самолет. Затем здесь это видео, которое я скачал, оно из Pexels, но я наложил эффект. Вот, ретро-стиль, видите? Ну, типа как, может быть, тогда было. Ну, чтобы была такая интересная стилизация. Дальше меняется на картинку. Тогда и сейчас.
Ну, это примерно я тоже вот так сделал. В общем, интересно получается. Опять переход, опять вот это вот. И самое главное, друзья, заметьте, у меня статичных картинок здесь, ну, как по минимуму, да, это очень важно, потому что даже если идет зум, приближение, отдаление, как мы здесь видим, в данном случае отдаление, это оживляет наше видео. Также еще можете, кстати, использовать нейросеть LeoPix для анимация каких-либо картинок, она тоже может быть кстати. Вот, и видим, что, смотрите, какой я добавил здесь видеоэффект. Вот он прям, и написано, грубо говоря, цветная пленка, да? Эффект у нас находится вот здесь, их очень много. Пожалуйста, там ретро-стиль, там еще что-то хотите. Друзья, видите, насколько сегодня все просто делается данный контент. Вот, и здесь вот все, набор таких вот фотографий. А теперь, друзья, я вам хочу показать, что из этого вышло. Who needs a traditional concert hall when you can revel in the melodious tunes of a piano bar soaring above the clouds? In the past, airplane dining wasn't about mere peanuts, it was a lavish feast fit for royalty. Let's explore 10 features that characterized the opulent era of air travel. In the yesteryears, contortionist skills weren't a prerequisite for stretching your legs on a plane. Cabins were more spacious, with wider seats and ample legroom, providing passengers with a comfortable and relaxed. Друзья, как вы видите, все очень легко и просто это делается, но хочу сразу вас предупредить о том, что на YouTube такого не бывает, что вы сюда зашли, сделали там 8 роликов, у вас все супер, все классно, 3 миллиона, вы зарабатываете и с этим там 3-4 тысячи долларов. Друзья, нужно очень много работать, прежде чем понять, как все это строится, структура всех роликов, как работают алгоритмы YouTube. Самое главное здесь, что еще иметь? Это выдержку к падению просмотров, а она очень часто тоже бывает. Из этого надо уметь выходить. Поэтому, друзья, если вы ко всему этому готовы, то YouTube для вас. И начинайте делать ролики прямо сейчас. Ну, а те, кто не знает там с чего начать, хочет получить консультацию, множество у него вопросов, он не знает, как что делать, то заходите по ссылочке в закрепленный комментарий, и при необходимости я могу с вами созвониться буквально минут на 15-20, ответить на вопросы про обучение. Видите, как все у меня открыто и прозрачно.